Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Июнь-июль 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. Судьбоносный шанс. Смело говорю об этом, потому что планетарные транзиты таковы. Июнь начинает для нас или открывает для нас лето гармоничным аспектом Юпитера в Раке. И это доброе время, доброе небо для того, чтобы провести какие-то важные согласования, договориться, может быть, и оформить некоторые документы, что-то прояснить. У кого-то примирение, я такое тоже могу допустить. И это время не будет длиться вечно. И мы можем это уже почувствовать в июле, потому что у нас транзит в июле, когда Уран переместится в Близнецы. Мы можем чувствовать, словно неведомая сила заставляет нас принимать важные решения. Действовать, может быть, совершенно не так, как мы предполагали. Принимать какие-то альтернативные возможности или то, что будет складываться. Может быть, в этот период, в июле, очень много информации, причем такой разношерстной, которая идет в разнобой. Мы часто можем чувствовать, что непонятно вообще, что с этим делать. Поэтому вот эта неведомая сила или все то, что связано с планетой Уран, здесь есть элемент непредсказуемости. Поэтому словно ломается какой-то шаблон, заставляя нас измениться так же. И вот эти 2 месяца поистине судьбоносны будут тем, что у нас есть шанс многое изменить. Где-то и отдохнуть, безусловно, период июня, или так в спокойном состоянии души обдумать. Конечно, все зависит от нас самих, от нашей готовности. Где-то и действовать, принимать важные решения. Ну и, наверное, в первую очередь правильно анализировать, что же происходит в нашей жизни. И помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот давайте рассмотрим подсказки карт. И у нас сегодня колода 78 дверей. Какие двери будут открыты перед вами, мои дорогие тельцы? И мы выложим по 3 карты на каждый месяц. События будущего. Ну, июнь тут уже ближайшее будущее, будем говорить. С чем это будет связано, какие энергии входят в вашу жизнь, какие возможности перед вами открываются, события будущего, энергии июня. И 3 карты достанем на июль. Что же нам тут расскажут? Что тут про июль будет? События будущего. И достанем еще 3 карты, как связующий элемент между вот этими 2 месяцами. Если мы сказали, момент перехода. Что же вы должны сохранить, согласовать? Или какие сферы жизни вам придется принимать важные решения? Может быть и так. Что объединяет июнь и июль? И следующая карта. В каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения? Что уйдет? А что придет взамен? Давайте узнаем. Следующая карта будет называться поездки, перемещения, может быть и переезды куда-то далеко, ну или поближе. Летом мы часто перемещаемся по разным причинам. Следующая карта – ваши проекты, ваши достижения, ваши, по сути дела, планы, то, что вы хотите осуществить. Вот узнаем, как. И следующая карта – это к чему все идет или чего ждать, что будет дальше, где-то после июля, какие энергии, что есть смысл продолжать. Словом, давайте будем узнавать первые 3 карты, если мы сказали энергия июня, события ближайшего будущего. Вот смотрите, рыцарь мечей. И здесь немножко другая трактовка. Мы говорим, какие двери будут открыты. Тут вроде как не двери, а целый забор закрыт. Вот что-то не получается преодолеть, и наш кентавр могучий пытается так это с разбега ломануться и пробить. Словно очень хочется туда попасть. А надо ли? Вот надо у себя спросить. Потому что ведь это по рыцарю мечей, знаете, как будто мы можем попасть туда, где нас не ждут. Или мы можем прийти и получиться не ко двору. Вот есть такая фраза, да? Нам кажется, что вот, совершенно необходимо нам вот куда-то устремиться. И мы прикладываем столько физических сил, может быть, и времени, кстати, тратим, эмоциональных сил. Он как будто зажмурился, видно, что какая-то ситуация явно надоела. Хочется
словно, знаете, одним махом вот разрубить этот Гордиев узел и поставить в чем-то точку. И все же рыцарь мечей нас призывает, а ты посмотри с другой стороны. По этой карте хорошо, когда мы истину ищем, и мы ее находим. Значит, где-то позиция июня. Вам придется что-то детализировать, мои дорогие тельцы. Находить информацию, может быть, у кого-то через юристов, адвокатов, кто-то будет в интернет, может быть, искать информацию, смотря с чем это связано. Но определенно куда-то вот так ломаться, да, или ломануться определенно не стоит, потому что, скорее всего, вот та картина, которую мы увидим, вряд ли нас будет как минимум вдохновлять. И девятка жезлов, с одной стороны, мы не должны обосабливаться от мира, да. И вы можете где-то в июле чувствовать, пусть это мы на июнь смотрим, но кто знает, может быть, в июне такие, знаете, спорные энергии. Вроде и хочется замкнуться. Вот за время вашего нахождения, вернее, Урана в вашем знаке зодиака, здесь могла быть какая-то вот обособленность, правда. А здесь у нас, получается, Уран в июле как раз уже оказывается в Близнецах ненадолго, до ноября 9 числа. Потом он вернется снова в ваш знак и завершит какую-то настройку вашей жизни, окончательно переместившись в Близнецы только в 26 году с 27 апреля. Но вы можете ощущать, вроде как вот именно между прошлым и будущим, вот как эти двери. Мы говорим, по сути, дверной проем открыт. Человек сам несет эти двери, и он поставит их. Это как отстроить свое благополучие. И он будет потом решать, перед кем он эти двери будет закрывать, а перед кем открывать. Определенно, наверное, есть смысл быть осторожным в каких-то контактах. То есть мы всегда знаем, девятка жезлов – это девятка, во-первых, по нумерологии, это момент перехода сам по себе. Но мы выходим из зоны обособленности. И мы можем столкнуться с тем, что это больше, опять же, тенденция июля по части информации. Или открывается какая-то правда. И мы можем понимать, что вот куда мы торопились, а нам туда не надо было. Вот даже в июне месяце вы можете для себя что-то прояснить. И я могу допустить, что вам, ну, знаете, как если правда открывается, пусть это не для всех. Эта правда будет словно вас заставлять обособиться от мира. Вот, может быть, я надеюсь, это не для всех, но для кого-то это ощущение. Я не хочу ничего знать или я не хочу повторения какой-то ситуации. Я вот как будто сам по себе сейчас. Ну, имеется в виду и наши близкие, да. Вот такая карта непростая, потому что есть какой-то прежний опыт. И третья карта – король жезлов. Здесь может быть такая метаморфоза, даже пусть информация. Король жезлов – это у нас харизматичный лидер. И здесь нам лидер показан на фоне Стоунхенджа. Да, тут может быть такая ситуация, когда вроде человек, на которого вы рассчитывали, или тот, который, ну, вам что-то транслировал такое жизнеутверждающее. Может быть, на него вы рассчитывали. Вы всегда считали его, ну, каким-то, ну, правильным человеком, говорящим разумные вещи. Все же может быть такая ситуация, что вы перенадеялись или понадеялись на кого-то, а в самый последний момент человек закрывается. Вот это может быть как символ закрытой двери, когда прежние планы, они не могут быть продолжены. Хотя я для кого-то из вас могу и допустить, все-таки мы все разные, возврат человека, именно того, кто вот эти двери закрыл прежде. И теперь, как ни в чем не бывало, будет пытаться вот из этого забора, который же он сам и построил, опять наладить с вами какие-то взаимоотношения. Эти три карты могут еще символизировать, что была какая-то ссора. Закрылись двери у кого-то по работе, а у кого-то это будет по личной жизни. И именно какой-то либо возврат. Хотя я допускаю, что и вы можете попробовать взять реванш, словно кого-то вернуть. Но помните, что всегда король жезлов, по крайней мере, я всегда эту карту трактую именно так. Это тот человек, который больше, знаете, с позиции руководителя или лидера, идейный, харизматичный, да какой угодно. Да, он будет красиво говорить, и даже вроде как есть разумные вещи, или, может быть, он может вдохновлять, безусловно. Все-таки идейный лидер – это прекрасно. Но сказать, что он будет делать за нас,
Или сказать, что мы на него понадеемся, ни в коем случае. Надейтесь сами на себя. Здесь могут люди транслировать разные вещи. И нам может казаться, словно открытое пространство, да? А тут вам самим нужно, мои дорогие тельцы, стать этим королем жезлов и, наверное, взять бразды правления над собственной жизнью, детализировать, что происходит в моменте здесь и сейчас, где-то переформатировать ваши планы и четко себе, может даже на бумаге прописать те позиции, когда либо вас подвели, либо словно вот эти двери закрыли. Как будто нужно быть внимательными. Я вижу именно с этой позиции, мои дорогие тельцы. Нельзя повторить опять какую-то ошибку или на кого-то понадеяться. Здесь вот именно в вас самих вот вся вот эта сила должна быть заключена. И может быть этот король жезлов будет как раз и символизировать то, что надоело на кого-то надеяться или надоело кого-то даже слушать. Говорят одно, до дела доходит, какая-то картинка меняется. И поэтому для вас эти двери и могут стать как раз своеобразным барьером, может быть, даже от некоторых персонажей, я такое могу допустить. Или когда вы будете перед тем, как приступить к какому-то делу, перед тем, как на что-то согласиться, вы все равно будете анализировать какую-то прошлую ситуацию. Я здесь вижу определенно прошлый опыт, который вам дает возможность правильные параллели в июне провести. Июль. События будущего. Правосудие. Вы знаете, вы словно вам по судьбе действительно судьбоносный шанс разобраться в каком-то вопросе. Хотя для кого-то из вас это может быть сама по себе новость в июле, которая потребует от вас отправиться в какие-то высокие инстанции, пусть правосудие, высокие двери, и вам придется договариваться. И эта дверь, она откроется только тому, кто дипломат буквально. Вот нам показаны трое, как будто ругаются и спорят, и вот эта дверь, она не может открыться. Даже ни ключей, ни замков, ни ручек даже нет. Она именно словно открывается от умения что-то согласовывать. И это старший аркан, и тем более правосудие. Всегда эта карта говорит причина и следствие. И поэтому, если вы что-то сделали очень правильно, тогда через помощь других людей или руками других людей, совсем может быть не тем, кому вы помогали, к вам приходит какая-то помощь и поддержка. Но, может быть, вы сталкиваетесь еще и с теми событиями, когда вам детально нужно будет, с одной стороны, что-то просчитать, внимательному быть, подписывая документы, и в то же время обладать какой-то информацией. Может быть, вам и придется отправиться к юристу или адвокату. Конечно, карта будет говорить своеобразная карма. Если мы что-то сделали со знаком минус, в июле к нам тоже может пространство, Вселенная этот вопрос вернуть, чтобы вы окончательно с ним разобрались. Не нарушайте закон, мои дорогие, правда. И здесь, знаете как, с учетом этого аркана предыдущих карт, и вот теперь то, что я достала, семерка пентаклей, тут какие-то обещания не сбывшиеся или не сбывшиеся надежды могут проиграться в июне. Как я уже говорила, доброе небо июня, оно, где-то нас расслабляет. И нам хочется верить, например, да? Или нам хочется, что если прежде какой-то проект, не сработал, то теперь он наверняка заработает или сработает, или договоренности будут соблюдены. Но это карта, которая не говорит о том, что что-то происходит именно в июле. Какая-то отсрочка, безусловно. Может быть, и вы, мои дорогие, она может проиграться, кстати, со знаком плюс для тех из вас, кто, к примеру, отправлял какие-то запросы или вот эти документы, какие-то согласования в суде. Это та работа, которую вы уже сделали прежде, все-таки аркан правосудия, да, мы сказали, причина и следствие, имеется в виду какой-то пережитый путь или пройденный путь, какие-то уже обстоятельства. С одной стороны, вы можете получить документ, которого вы ожидаете, а для кого-то из вас вы получаете документ, а вам нужно еще в какую-то инстанцию. Вдруг будет новый запрос отправить. И такое я тоже могу допустить. Тут, наверное, мы все разные и у каждого по-разному. Но какие-то бумажные темы вполне вероятно вам придется решать с учетом аркана император. Может быть, и обращаться к тем людям, которые знают, как разрулить какой-то вопрос. К представителям власти, может быть, к чиновникам.
Опереться вот именно на закон вам две карты предлагают, потому что как аркан правосудия, так и император – это где-то и сильная милость мира сего, но это еще и государственные институты. То есть любые учреждения, которые призваны оформлять какие-то процедуры, бумаги или запись, может быть, актов гражданского состояния. Тут ведь у каждого по-своему. Может быть, вполне вероятно, вам не хватает словно какого-то документа или какой-то копии. И у вас июль может быть посвящен тому, что вам необходимо вот просто как, ну, как данность какая-то, именно в июле этот вопрос завершить. Хотя у кого-то может касаться личной жизни или вопросов работы с учетом июня и все то, что я говорила, и правда какая-то ситуация к вам словно может вернуться, и вернуться могут обещания. Вот все-таки будьте на июль. Самая разная информация. Тут ведь нам вон девушка, посмотрите, такая счастливая, воодушевленная, как будто показано, да, отправляет почтового голубя. И она с надеждами, что голубь долетит, да, и обратно ей письмо напишут. То есть все равно есть какая-то зыбкость, понимаете? И от того, как мы все правильно сделали, может быть, если вы идете буквально отправлять корреспонденцию, проверяйте, какой адрес, проверяйте, может быть, и индексы, или проверяете какой-то документ, либо вы его подписываете буквально, либо вы его посылаете куда-то, может быть, далеко, такое вполне вероятно, или какие-то запросы или ответы как таковые. Есть здесь ваше взаимодействие, как, возможно, и с законом, так еще и с какими-то инстанциями, учреждениями, организациями, официальными именно представителями. Вот интересно, правда. Может быть, это вам, мои дорогие тельцы, нужно как какую-то демаркационную линию уже окончательно в июле провести. Вам нужно с чем-то определиться. Давайте свяжем вот эти 2 месяца. Вот интересно, с чем же это связано. Вот смотрите, опять аркан умеренности, старший аркан. Будь внимателен, он говорит, да? Но, тем не менее, еще один старший аркан, 13-й, смерть. Я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть ни разу. И вот действительно все то, что я по 2 картам, по 2 позициям говорила, какая-то история из прошлого, она словно тянется. И у кого-то это будет связано с документами, у кого-то работа, у кого-то личная жизнь или конкретный человек, который совершает некоторый реверанс, пытаясь в реку войти в дважды, или какой-то дежавю у вас может быть. Причем это уже не новость, потому что по аркану умеренности вы все это знаете. И я могу предположить, рядом 13-й аркан. Надоело это ожидание. Или надоела какая-то неопределенность. Время важных решений. У кого-то важные решения будут именно по части дома, места жительства. Может быть, это и действительно куда-то переезд. Для кого-то очень далеко, для кого-то поближе, потому что, ну, может быть, и банально кто-то делает ремонт, для кого-то это необходимо по работе. Но как будто, вы знаете, даже переехав путь на время куда-то в иное место, мои дорогие тельцы, у вас пространство будет менять. Вот для вас, наверное, полезно все, кроме возврата в прошлое. Или какой-то такой, знаете, замшелой старой ситуации, которая, ну, не то что не вдохновляет, а вас может уже начать словно изнутри разрушать. По 13-му аркану, посмотрите, все ведь мертво. Если мы говорим, двери закрыты, вот правда, какая-то дверь, хотя нам говорят, девушка сейчас наберет вот эти кубки, и дверь волшебно распахнется. Но тут, знаете как, с одной стороны, вопрос вашего доверия или веры кому-либо или чему-либо, или каким-то обещаниям. Но все-таки опять в затяжку идет что-то. А 13-й аркан как раз говорит о вашем состоянии души. Я надеюсь, все правильно понимают, это трансформация, мои дорогие. Это, видимо, через какой-то сложный опыт, который граничит между пустыми надеждами и когда действовать нужно буквально срочно, когда все горит буквально, да. И вот по следующей карте пятерка кубков, что мы должны делать? Горит на самом деле эта дверь. И девушка, которая из окна выглянула и зовет на помощь, обратите внимание, нет никого. Сумерки. И даже вдали вроде как никто даже на горизонте не появился. Понятно, что нужно прыгать, а страшно. Потому что явно она не прыгала. Ее это пугает. Нам, глядя так беспристрастно на карту, кажется, ну и что прыгнула? Ну, подумаешь,
ну, ногу бы, может, подвернула, или шишек бы там, синяков набила, а жива б осталась, правда? Мои дорогие тельцы, вот что-то подобное может проиграться совершенно неожиданно, когда вот именно горит. Может быть, у кого-то будет гореть, ну, банально, вот мы говорили про документы, да, я сказала, что в июле вот, ну, просто нужно срочно какой-то документ. И вполне вероятно, вы за этим документом, к примеру, можете поехать сами, хотя ничего подобного вы не планировали. И это не входило в ваши планы. А может быть, учреждения или контакты с конкретным человеком, или где находится, может быть, этот документ, который вы хотите получить, или куда вы хотите, может быть, переехать, да, для вас будет совершенно необходимо, словно съездить в разведку, может быть, какой-то вопрос решить. И вы тоже не собирались это делать. Вот есть тут что-то, когда завершается прошлое, но вот этот переход, как я уже сказала, вот с одной стороны, ведь все спокойно, правда? Сиди себе и набирай воду в эти кубки. Разве плохо? Но откроется эта дверь, вроде обещают, но гарантий-то ведь в нашей жизни нам никто ничего не дает. А вот на этом погосте как будто открыты врата. И посмотрите, какая грустная картина, все серо, уныло. И человек, который нам показан, сидит и держит в руках песочные часы. А из всех красок и радостей только цветы на погосте. И то блекнут. И карта нам говорит, время идет. Поэтому вот следующая карта, как будто вы не должны не терять ни минуты. У вас где-то на стыковке июня-июля, правда, могут быть судьбоносные решения, потому что появляется какая-то возможность или шанс, или это вы на что-то решитесь окончательно, словно завершить и выйти, адаптировать к новым условиям жизни, к тому, что уже за этот период, пока мы какое-то время были, может быть, в ожидании, не знаю чего, или в ожидании надежд, или того человека, кто сдержит обещание, может быть, и по работе, кстати, да? Вам не сказали ни да, ни нет, и вы ждете. Но мне ж не сказали нет. Вроде говорили да, а потом была какая-то пауза. И здесь вот именно пауза какая-то у вас должна кардинально закончиться и требует от вас каких-то важных решений или решимости, я бы даже сказала, сделать то, что несколько не входит в ваши планы. Будьте где-то к этому готовы. Так в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения. И вы будете с кем-то договариваться. По этой карте двойка кубков – это вообще карта влюбленных, поэтому для вас история личной жизни. И здесь, конечно, у каждого по-своему. Кто-то в паре, может быть, это вы как с вашей семьей, ну, имеете какие-то планы на будущее. Может быть, это касается переезда, может быть, это касается вашего дома, ваших детей, взаимодействия с другими родственниками. Но здесь это очень добрая карта, причем таких положительных энергий, которые соответствуют июню. И где-то возможность договориться. Все же Юпитер в раке у нас на год, мои дорогие, поэтому это великий помощник и для вас особенно, который будет вас воодушевлять. Где-то, когда необходимо, знаете, словно успокаивать израненную душу. Вот для кого-то эти энергии тоже могут быть прочувствованы, потому что было какое-то разочарование, и оно может быть связано с тем, что вы оказались в зоне, подверженной силам непреодолимых событий. Меня действительно смотрят люди из разных стран, и там, где даже идет война, и тут у каждого свои воспоминания, у каждого какая-то своя переходная точка, и сделать этот переход или прыжок достаточно сложно. Но в данном случае, я бы сказала, как Юпитер в раке вас на что-то вдохновляет, словно ангел крылом вот так вот прикрывает. Вот вы можете чувствовать, что высшие силы за вас, мои дорогие тельцы. Вот может быть такое ощущение. Но, в принципе, через дипломатию. В каких сферах жизни? Да в любых сферах жизни. Вот как будто эти врата откроются везде, телец, где ты сумеешь договориться. Что уйдет? Императрица, да, казалось бы, что же это уйдет? И энергии похожи на ваши. Но я всегда говорю по императрице, символ нового «я». И знаете, эта карта, так вот, если... Конечно, она имеет всяческие положительные такие
свойство или несет вот этот смысл, когда мы как самодостаточность, как личное дело, творчество, как статусность. Здесь, конечно, вы можете поменять и статус. Может быть, и в личной жизни. Может быть, кто-то действительно с учетом вот этих карт, у кого-то может быть бракосочетание. И я этого не исключаю. И это предложение вам поступит, и вы будете уже где-то продумывать, готовиться даже к этому. И тогда карта императрицы может говорить, что ты меняешь статус. Но все же карта вам просто говорит: надейся, телец, сам на себя. Люди могут подводить, правда. В этой позиции эта карта говорит о том, что уйдет. Вы пересмотрите, возможно, еще раз отношение к ближайшему окружению, ну и, наверное, подальше тоже. Отношение к собственной работе. Чем вы будете готовы заниматься? Или не замечтайтесь, какие-то вопросы вам придется решать именно самому или самой. И у нас две серьезных карты вверху. И это вот за нас не сделает никто. И, может быть, для того, чтобы какой-то период ожидания, или когда бессмысленно, бесцельно надеяться на что-то или на кого-либо, и тоже мы словно прозреваем. И здесь мы понимаем, что мне нужно изменить жизнь. Просто как-то кардинально. У кого-то может проиграться даже так. Поэтому, но ведь это карта вашей ресурсности. Для кого-то из вас, мои дорогие тельцы, еще другой момент. Старший аркан всегда тянет за собой много значений, потому что, ну, вообще карты имеют много значений. Все-таки карта императрицы — это у нас еще и финансовый успех, безусловно. А с учетом, кто знает, может быть, Уран, он все дробит. Вот в июле месяце вам придется, может быть, сохраняя свое собственное благополучие, осваивать какие-то новые технологии, электронные деньги или какие-то новые системы взаиморасчета, или обращаться к кому-то, да, как будто придется какую-то структуру по части финансов, или она сама по себе меняется, а вам нужно к этому адаптироваться, или сам по себе механизм взаимодействия или работы у кого-то из вас именно из-за финансов тоже может быть пересмотрен. Может быть, это и был какой-то контактный человек. У нас вообще пара выпадает: император и императрица. И поэтому император для кого-то может свидетельствовать о вашем партнере, к примеру, бизнес, личное дело у вас свое, да, когда было какое-то взаимодействие. И кто знает, тут у нас аркан справедливость, вы что-то будете менять. Или вы вынуждены будете менять, потому что ну, какая-то новость придет от конкретного человека или, опять же, от организации. Перекладывайте на себя. Значит, нельзя где-то так словно скользить по поверхности. И будут те вопросы, в которых вам придется разбираться. Ладно, а что ж придет взамен? Вот. Чувство новизны, это точно. Нулевой аркан. Это когда вы не знаете, как поступить. Наверное, это все то, что я уже говорила, когда вы вынуждены действовать как-то по-новому. Или что-то изучать. В зависимости от той информации, которую вы получите. Или просто тут настолько разная палитра может быть. Или у кого-то это будет связано с конкретным человеком, как зависимая ситуация. Или как ваш компаньон, друг, может быть и близкий человек. У него что-то меняется. И стало быть, будет меняться ваше взаимодействие. И у кого-то тут самые разные стороны, да. Кто-то может в чем-то поставить и точку, а кто-то может перевести отношения на другой уровень. Вот это я тоже не исключаю. Поэтому, но в любом случае карта говорит, тебе же придется принимать это решение и действовать так, как ты прежде не делал. Поэтому к чему-то будьте готовы. И беречь самого себя, безусловно. Надеяться на самого себя или на саму себя. Это будет для вас важно, потому что по нулевому аркану мы словно не должны оступиться. Хотя в этой колоде карт, посмотрите, двери нет, по сути дела. И тут ведь тоже дверь приоткрыта. Но это что уходит? Может быть, вот та дверь, которая была приоткрыта, она теперь непонятна становится. Не то открыта она полностью, откроется когда-либо или нет. Вот где-то аркан умеренности. Но, значит, с кем-то договориться, даже если вам приходится соглашаться на какой-то компромиссный вариант.
Значит, знаете, минимизировать какие-то риски. У вас есть возможность, мои дорогие, потому что у нашего шута преград нет, закрытых дверей нет, но и ключи еще добавок в ваших руках. Может быть, это какая-то, как у кого-то новая работа, у кого-то, правда, иногда переезд проигрывается по этой карте, и вы оказываетесь в новых условиях. В первую очередь нам нужно адаптироваться. Нас всех будет ожидать вторая половина 2025 года, что мы адаптируем свою жизнь. Словно подготавливаемся к 2026. И для вас, мои дорогие тельцы, это будет дважды актуально. Ладно, давайте посмотрим про поездки, перемещения и переезды. Вот правда, вам себя нужно сохранять. Обратите внимание, в этой колоде карт девушка, прогуливаясь по берегу, она ждет ребенка, словно идет вот так вот, не спеша, мимо башни. Прообраз этой карты или вот эта дверь, которая наклонена, это Пизанская башня. И вроде неказистая, да, и смотришь на эту карту, кажется, какая-то серая, несуразная, непонятно, что тут к чему изображено, правда? А тем не менее, это Пизанская башня, которая вроде бы, мы знаем, падает столетия, но стоит. И карта нам говорит, в целях безопасности нужно как раз в какое-то укромное место попасть. Вот эту закрытую дверь, словно для вас задача открыть. И здесь нет ключей, но зато здесь есть страж двери, хамелеон. И вам придется договариваться с хамелеонами, мои дорогие. И это может быть та ситуация, когда вы вдали от дома или в каком-то новом месте находитесь, когда вам, может быть, придется отправляться в какие-то инстанции или договариваться с людьми. Вспомните вот эту карту, что перед вами хамелеон, и вам нужно именно что-то согласовать, да, и от вашей дипломатии зависит конечный вариант, а самое главное, останетесь вы довольны, ну пусть не на 100%, но где-то может быть и безопасность тоже. Поэтому будьте в целом, транслируйте как будто лояльность, да, вы, ну и лояльны к миру, потому что другого как будто ничего не остается. Но если мы сумеем договориться с этими хамелеонами или рассмотреть для себя какой-то, ну, тот вариант, который вас устраивает частично, может быть, а других вариантов нет. Вот у вас такие карты выпали, ведь сама по себе карта тысячи неопределенностей. Нам о чем говорят по Луне? Выглянет солнце, и все встанет на свои места. Но на какой-то узкий период жизни мы должны себя беречь. И эта карта еще вам советует: не окажись в толпе. Если вы на улице где-то, во внешних событиях, тут по-разному бывает, оказываетесь в скоплении народа, просто знайте, что вам сразу же нужно в другую сторону, а не тогда, когда вас подхватывает толпа, и уже вы не управляете этой ситуацией. И вообще быть осмотрительным. Сделал шаг и осмотрись. Посмотри по сторонам, послушай, что люди говорят, куда ты вступаешь, то есть куда ты идешь. Вот, наверное, это все то, что символизирует осознанность. Мы не можем делать что-то на автоматизме, иначе мы как будто рискуем собой. Вот примите это к сведению. Может быть, у вас и будут, пусть не для всех, но для кого-то из вас действительно сродни вот этой карте, когда, ну, какой-то словно риск нужно пойти, потому что других вариантов нет. Но тогда и риск должен быть минимизирован. Вы должны просчитать, что же вы будете делать дальше. Что вы будете делать дальше, если что-то идет не так. По сути дела, все равно быть готовому к неожиданностям. Но если мы говорим поездки, перемещения, переезды, вы здесь можете все же, пусть не на долгий период даже, но вот эту цитадель безопасности, которая пусть выглядит вот так неказисто, как будто падает, да, если мы говорим про Пизанскую башню, но тем не менее для вас это место может быть надежным укрытием. У кого-то может быть и так. Причем это то место, которое, ну, явно, но какие-то вопросы у вас может оставлять. Я думаю, что я подробно описала. Ваши проекты, достижения. Вот смотрите. У вас такие карты выпадают, мои дорогие тельцы. Одна философия. А вроде хотела, когда брала эту колоду, сделать максимально реалистично. Думаю, ну, двери. Уже понятно, что открыто, что закрыто. Да. А тем не менее, в этой колоде тут тоже есть свои нюансы. И вот здесь, пожалуйста, монахиня нам изображена. Дверь открыта, да. Она сама ее открыла. И вдруг на
крыльце среди луж и холода плачущий малыш. И мы понимаем, конечно, женщина не оставит его мерзнуть, правда, она его занесет в дом. О чем нам хочет сказать карта? Не случайно художник изобразил монахиню. То есть явно женщина, да, и женское начало – это, безусловно, материнство, желание построить семью, иметь теплый, уютный дом, детей, чтобы все было хорошо. Вот это сама гармония. А вы, мои дорогие тельцы, так вы дважды всего этого хотите, если не трижды и так далее, да, в каком количестве, не измеришь попросту. Так вот, видимо, что-то в ее жизни произошло, в судьбе, что она постриглась именно в монахини. Может быть, это какой-то сложный период или сложная судьба, несчастливая какая-то или несчастная, точнее, любовь, когда ее вынудила именно уйти в монастырь. И явно женщина нам в возрасте показана, то есть у нее уже какой-то опыт, она уже свою жизнь сложила, приняла обет, и жизнь ее вошла в какое-то свое русло, даже, сказал бы, устоялась. И вдруг высшие силы то, о чем она мечтала, но совершенно не в подходящее время и совершенно не тем путем, ей дает такую возможность быть матерью. Вот что-то подобное у вас может проиграться. Та мечта, ваша задумка, как вы это хотели осуществить. Словно, знаете, неожиданная возможность. А вы можете замереть, потому что вы к этому внутренне не готовы. И карта говорит, ты сейчас будешь решать. И правда, ведь это сама по себе возможность. Так вот, я часто говорю в своих видео, возможности к нам приходят совсем не так, как мы предполагаем. И времени у нас на подумать чаще нет. У вас, правда, какая-то ситуация может подобная проиграться, когда, конечно, сродни не было бы счастья, да несчастье помогло. У кого-то так, у кого-то возвращается возможность это самое, но вы к этому внутренне не готовы, хотя умом понимаете, что ведь это то, о чем вы мечтали. Все то, что я передала по этой карте, это касается сферы ваших достижений, но придется что-то переделывать, переигрывать, себя на что-то уговорить. Вот как эта монахиня. Да, она занесет явно корзинку с младенцем в дом, но что она будет делать? Либо она оставит себе и подумает, как это сделать, либо она даст приемным родителям. Словом, мои дорогие тельцы, вот такой серьезный выбор у вас может быть июнь и июль. С одной стороны, правда, судьбоносный шанс, сам по себе шанс, но этот шанс приходит к вам совершенно неожиданно и может быть как-то криво. Что же будет дальше? Ну, может быть, даже и продолжение такое следует, когда и наперед не успокоишься. Не только, да, у вас две карты, когда приходится принимать новые решения. Такие, какие прежде вы, ну, не принимали или действовать так, как не действовали. И как будто карта говорит, так и дальше. Тебя где-то будет ждать, ну, пусть в другом каком-то варианте, но тебе как будто, знаете, нужно с чем-то вот очень правильно или с кем-то провзаимодействовать, потому что ты сейчас себе двери будущее открываешь. И быть готовым к неожиданностям. В этой колоде, обратите внимание, человек в шутовском костюме пытается, ну, буквально ломится в дверь стеклянную. За ним наблюдает девочка, тоже в таком костюме. Что нам хотят сказать? Где-то связь с прошлым, может быть, мечта, с одной стороны, да, мечта с детства, вроде бы есть возможность воплотить ее, но тебе никто помогать не будет. Вот как эта девочка, ей любопытно. Вот за вами, мои дорогие тельцы. И на последующий период, после июля, август, сентябрь, вы будете в центре внимания. Может быть, вы будете какому-то интересному человеку, который будет наблюдать. Ну и вообще, вы даже, находясь в коллективе, вы тоже будете в центре внимания. Поэтому можем сказать, что вопросы имиджа или то, что вы хотите осуществить, это для вас тема номер раз. И мы говорили, нужно быть осмотрительному или осознанному. Что вы делаете в моменте здесь и сейчас? Ведь это человек, который пытается вытолкнуть словно эту дверь и кричит уже, нам изображен. Он возмущен, и ему непонятно, почему же все люди проходят мимо
И никто даже не смотрит. И все такие идут не больно радостные, надо сказать. То есть каждый занят своими мыслями, своим делом. Или где-то там обдумывает свои проблемы. Никому до нас нет дела. А выйти-то нам нужно. И карта говорит, так тут же все просто. Не нужно толкать. Потяни эту дверь, и она легко откроется. Вот все эти события, о которых мы сейчас долго с вами говорили, они могут предшествовать какому-то либо продолжению, когда вам не успокоятся, мои дорогие тельцы. Но правда, хотела бы сказать, что да, все прекрасно, расслабься. Но все же мы с вами строим, хоть из позиции позитивной психологии, наше видео, но мы должны оставаться реалистами, потому что мы подсказки смотрим, как на это реагировать, что нам метафора карт несет. Так вот, она как раз и говорит, вот и конкретно эта карта. Потяни эту дверь, и она откроется. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.